Shadowed streets where shadows grow, where beauty starts to rise, defying every single show beneath electric skies. No gentle petals, soft and light, just strength and wild design. A cat today in fearless sight, exquisitely divine. This dystopian blue, unfurling dark and deep. A fragrance in the concrete, the secrets the shadows keep. Each form a fierce confession, a power pure and keen. A lasting stark impression, a cat who didn't see. The world may try to dim your light with muted tones and gray, but in your depths a vibrant might illuminates the day. A silent power, sharp and vast, a purpose Всем clear привет! and true. Меня слышно? Есть звук? Меня слышно нормально? Не тихо? Отлично. Окей. В таком случае начнем наш недельный обзор. Надеюсь, эта неделя у всех была хорошая. Итак, сейчас начнем тогда с месячного обзора, да? Неделя была очень интересная такая. Так. Это... Так, на месячном графике мы... Сейчас. Мы находимся прям в бычьем тренде. Месячный график стабильный, сильно указывает, что тренд лонговый.
На разворот пока никаких сигналов нету. Так, недельный график. На недельном графике мы тоже на бычьем байсе. Так, сейчас музыку. Итак, по отношению к этой неделе, в прошлой неделе у меня был байс бычий, потому что, как мы видим, вот недельная свеча на S&P 500, также на NASDAQ, они закрылись прям убедительно телами над хаем предыдущей недели, поэтому байс у меня был бычий. Но неделя чуть-чуть потом пошла по-другому, да, после понедельника. Окей, давайте посмотрим, что у нас на дневном графике было. Так, вот дневной график. На дневном графике это пятница. Так. Это уже понедельник здесь сейчас. Вот он. Так, Days включим. Вот пятница. Пятница закрылась также телом над хаем четверга. И поэтому к понедельнику дневной байс у меня был бычий. К понедельнику дневной байс был бычий. Так, перейдем на М15. Так, давайте посмотрим, как началась эта неделя. Азия началась с консолидации. Так, это пятница. Вот, уже начинается Лондон. В понедельник у меня уже был рейндж. Смотрите, каждый понедельник, когда у вас открывается новая неделя, первая задача — это вам сразу нужно определить рейндж пятницы. То есть, потому что понедельник, скорее всего, будет работать именно внутри рейнджа пятницы. А пятничный рейндж у нас будет общий рейндж, вот этот. Так. Вот этот рейндж. Но нам нужен dealing range, чтобы работать правильно. Нам нужна рабочая область. А как определяем это? Это определяется самым обычным образом через премиум дискаунт. Смотрите, здесь мы в Лондоне сформировали low, далее тут в Нью-Йорке сформировали еще один high. Еще вообще вот тут был сформирован. После этого в Нью-Йорке мы сформировали еще один low. Вот. И значит, Нью-Йорк, когда образовали второй high, который обновил этот high, нам нужно просто протянуть премиум дискаунт и дискаунт. Так, премиум и дискаунт. И проверить, вот эта область, она была сбалансирована или нет. Как мы видим, от этого high до low дискаунт был протестирован. Поэтому наш dealing range будет теперь этот low Нью-Йорка и high пятницы, то есть PM. И цена должна теперь что сделать? Если она намерена идти вниз, то цена сначала должна протестировать премиум. Тут какие-либо POI, либо ордер-блоки, либо имбалансы, взять от них реакцию и потом уже должна упасть в дискаунт. Как мы видим, цена здесь уже в Азии показала свое намерение, то, что она идет в лонг, чтобы тестить премиум.
И дальше, скорее всего, уже будет здесь падение. Так можно было прогнозировать. Так. Это мой первый трейд. Это мой первый трейд. Сейчас. Это было в понедельник. Что-то у меня неправильно показывает, да, по-моему? Что-то у меня не только не... Потому что тут другой график какой-то открылся. Сейчас прокрутим. Ага, вот. Теперь все правильно вроде бы. Нет. И 15 сентября, блин. Это же 15 сентября, извините. Это я протупил. День. Так. Завис. Да, почему ты завис? Сейчас заново запущу. Нормально все у всех? Блин, что-то не пугайте меня так. Не зависло? Окей. Итак, я чуть ошибся в начале, но график был очень похож. Вот это пятница, 19 сентября. Вот. И тут рейндж такой же был, что я вам показал. Вот основной рейндж. Итак, основной рейндж был здесь. Чтобы определить дилинг рейндж, я проверяю вот эти рейнджи. Мы здесь протестировали дискаунт, значит, low дилинг рейнджа определен у меня. Теперь осталось с хаем определиться. Вот этот хай. И теперь, значит, это премиум, это дискаунт. Цена находится в премиуме. И если она намерена продолжить лонговое движение, у нас тренд лонговый. Если она намерена продолжить это движение, то мы должны протестировать дискаунт и отсюда развернуться и дальше продолжить тренд. У меня идея была такая именно в понедельник. Поэтому я ждал, когда Азия уже была сформирована. Азия сформировала консолидацию. А как мы знаем по циклам ИПДА, после консолидации всегда следует манипуляция. Да? И поэтому вот это движение, которое было сформировано в лондонской сессии, это было манипуляционным движением. Я ожидал просто завершения этой манипуляции и
после завершения входить в лонговом направлении. Вот моя сделка от понедельника. Здесь я входил. После того, как лондонская сессия завершилась, я зашел вот в этой точке на 3-минутном таймфрейме. Итак, почему? Так, сейчас Лондон. Вот. Здесь лондонская сессия, вот она завершилась полностью. Но мы тут не сформировали SMT, явного не было такого. SMT явного не было. Для меня здесь было ориентиром 30-минутный ордер-блок, вот этот ордер-блок. Этот ордер-блок снимал ликвидность. Вот отсюда мы сняли полностью ликвидность. Поэтому это считается для меня protected low, защищенный low. И если это protected low, то эти ордер-блоки, они всегда бывают сильными уровнями поддержки и сопротивления. Поэтому я ожидал реакцию именно от этого ордер-блока. И как мы видим, цена приходит, тестирует именно 0.5 уровень. Уровень 0.5, consequent encroachment. И отсюда получает реакцию. Это прям отличный сигнал, что этот уровень удерживает цену. Плюс здесь же эта же свеча, она формирует уровень CIST. Вот этот. Change in state of delivery. Вот. Отсюда опять мы получаем реакцию. Теперь мне оставалось здесь только найти вход. Вход. 3-минутный таймфрейм. Вот тут мы делаем опять слом структуры подтверждается. Этот CIST уровень мы поглощаем телом свечи. И теперь, чтобы цена дальше продолжила лонговое движение, мы должны сбалансировать этот рейндж. Вот этот рейндж. Премиум дискаунт. Когда цена поднялась вот на этот уровень, мы сломали здесь, подтвердили слом структуры. После этого цена должна опять спуститься в дискаунт. Тут протестировать какой-нибудь пой. Это может быть имбаланс, это может быть ордер блок. Вот этот, допустим, вот этот ордер блок. Этот ордер блок. Либо тут нету, видите, нету ни одного имбаланса нормального, который не был заполнен. Они все заполнены. Поэтому здесь до ордер блока цена не доходит. Здесь у меня был вот этот инверсионный имбаланс. Вот. Этот инверсионный имбаланс прям отлично, смотрите, вот здесь удержал цену. Телом свечи не спустились ниже этого уровня. Это тоже еще один подтверждающий сигнал. Первое было, смотрите, что цена сделала тест 0.5 уровня этого ордер блока. То есть это уже mean threshold. По ICT концепции называется mean threshold. То есть 0.5 уровень этого диапазона. Окей. Второе, теперь цена тестирует этот инверсионный имбаланс в дискаунте и не закрывается телом. Ни одна свеча не закрывается телом. Тут можно уже было осуществлять вход. Как вы видите, вот мой вход был выполнен именно здесь. Вот он. Плюс здесь цена для вас, хочу объяснить еще один момент. Вот этот блок называется propulsion блок, propulsion в ICT концепции.
Propulsion блок — это блок, который тестирует order блок. Вот наш order блок, вот его high. Этот блок тестирует order блок, и он называется propulsion. Его задача, а он не снимает никакую ликвидность, он просто должен протестировать order блок. То есть первый же блок, который протестировал этот order блок, он всегда будет propulsion. И этот вид order блока, он тоже является очень сильным уровнем сопротивления, поддержки. Цена часто делает тест именно таких order блоков, пропулшенов, и от них, получая реакцию, улетает. Тут я вошел в лонговую позицию. Теперь, когда я вошел, открыл позицию, куда я делал таргет свой? Куда я целился? Вот у нас здесь сформирована ликвидность, low resistant ликвидность. Это очевидный таргет. Плюс у нас есть тут сессионная ликвидность. Вот buy side лондонской сессии. Лондон buy side ликвидность. И buy side азиатской сессии. Смотрите теперь, это ликвидность, вторая ликвидность. И еще у нас есть previous day high. High предыдущего дня. 3 полки ликвидности. ПДХ. Когда у нас такая полка ликвидности, и плюс у нас bias, какой был? Дневной bias был long, потому что пятница закрылась телом убедительно над хаем четверга. Поэтому здесь мой bias, моя идея была лонговая. Так как мы отсюда с премиума упали в дискаунт, здесь отсюда с дискаунта получили реакцию, цена дальше не смогла упасть. И это было еще одним подтверждением, что все, значит, это был всего лишь откат. Откат. Дополнительное подтверждение у нас было здесь PO3. Вот аккумуляция, а после аккумуляции всегда идет манипуляция. Так что вот эти 3 анализа мне дали убедительный байс, что дальше будет цена только двигаться в лонговом направлении. Поэтому я take profit сразу ставил на этот PDH, previous day high. Поэтому, если вы делаете анализ, учитывайте именно вот эти факторы. Первое – это bias дня, как закрылся предыдущий день. Второе – учитывайте range. Вот, dealing range. Определяйте свой dealing range и прикидывайте 2 сценария. Если цена намерена идти вниз в шартовом направлении, что она должна сделать, а если она намерена в лонговом направлении двигаться, что она должна сделать. У вас всегда должно быть 2 сценария заранее. И вот здесь же, когда в понедельник только формировался, моя идея была вот первая. Если она намерена дальше продолжить, мы с премиума должны упасть в дискаунт, протестировать, отсюда получить реакцию и продолжить движение. А второй был, если цена намерена идти вниз, мы должны были забрать ликвидность этого дня, вот предыдущий, этот high, previous day high, и упасть просто, падать. Вот эти уровни, они бы не удержали бы цену. Цена должна была пробить это все, но этого не случилось. Поэтому отсюда я открыл. Так. STDV я, как вам сказать, я STDV пользуюсь им, когда таргет неясный. Когда у меня вот эти таргеты, они ясные, я особо не пользуюсь этим инструментом. Вот этим. Так. Вот. STDV.
У меня здесь таргеты, они были так ясны и так и без этого, поэтому мне особо здесь не нужен был STD, стандартные девиации, стандартные отклонения. Они особо здесь не нужны мне были. Потому что здесь я вижу, и так у меня вот аккумуляция, манипуляция и таргет, вот очевидный таргет. Когда у меня нету здесь выше ликвидности, я просто закрываю сделку, я жду, потому что там дальше ты не знаешь, что может случиться. Поэтому STDV тянется, когда у тебя есть что-то здесь с левой стороны, когда какая-то ликвидность, какой-то график. А тут у нас пустота, мы находимся на all-time high, и хоть ты тяни его, не тяни, это будет не особо эффективно. Главное, если у тебя есть вот главный таргет, вот этот high, я таргетирую сюда, и если мой тег здесь отработает, все, я закрою сделку и буду ждать, когда мне нарисуют еще другую картинку, где я могу уже ориентироваться. А если нет, я не торгую, я не буду рисковать своими деньгами, когда мне не на что опираться здесь. Я лучше подожду, когда сложится high probability condition, когда, то есть я вам скидывал, когда на рынке формируются самые лучшие условия для вашего трейдинга. Если нету этих условий, то не надо рисковать своими деньгами. Подождите, придет время, вам нарисуют самые удобные условия, и тогда лучше торговать. А так, лучше не рискуйте своими деньгами. Смотрите, здесь начался Нью-Йорк. В Нью-Йорке я еще добавил позицию. Вот тут добавился. Почему я добавился в Нью-Йорке? Опять. Потому что здесь я уже ориентировался по дневным профилям. Вообще профилинг это одна из лучших вещей, что есть в ICT торговле. ICT трейдер должен уметь пользоваться профилингом. То есть уметь читать алгоритм по профилям. Есть недельный профилинг, есть дневной профилинг, есть сессионный профилинг. Здесь я уже отталкивался от дневного. Дневной профилинг мне говорил о чем? То, что лоу дня, вот дневная свеча, вот она. Так, вот эта дневная свеча. И лоу дня, вот этот лоу, внутри этого профиля должен сформироваться именно в лондонской сессии. А в Нью-Йорке цена должна сделать одно откатное движение, манипуляционное, а затем продолжить движение. Я ждал именно этого. Но здесь, смотрите, вот посмотрим еще раз, что сделал Нью-Йорк. Вот 9:27, 3 минуты до открытия Нью-Йорка. Нью-Йорк открывается, сразу уходит в лонг импульсным образом. Все, без манипуляций. Манипуляция, так, сейчас. Это S&P 500. S&P 500 то же самое делает. Не было никакой манипуляции здесь. Так, давайте посмотрим Dow Jones. А вот Dow Jones, вот, манипуляция была в Dow Jones. То есть, когда S&P 500 и NASDAQ, они сразу улетели, вот Dow Jones сначала отпустился, снял ликвидность, вот она, эту ликвидность, очистили ликвидность с sell-сайда, вот. Здесь же сформировали SMT, вот это SMT было. Так, вот с этой свечой. И улетели вверх. Но так как на NASDAQ не было манипуляций, и пока здесь неоткуда было входить, я подождал. Так, сейчас посмотрю, в какой минуте был сделан вход. Так.
Раз, два, три, четвертое. На пятой свече был зашел. На пятой свече. 2, 3, 4. Вот на следующий. Здесь я добавил еще позицию. Почему я добавил здесь позицию? Вот здесь. Подтверждением было слом структуры. Подтверждение, смотрите, где вот тут было подтверждение слома структуры? Где было вот здесь? Откуда можно было увидеть, что мы сделали слом структуры? Какой хай должен был быть перебит, чтобы было подтверждение? Вот этот хай создал этот лоу временный. После этого лоу не было никакого ниже уровня, поэтому этот уровень для меня считается внутри этой структуры важным уровнем. Если цена пробьет этот уровень телом, для меня это было бы уже сломом структуры. Это первый момент. Второй момент. Вот этот цист на 3-минутном. А если взять, если не считать вот эту маленькую свечу бычью, то вот тут был настоящий уровень цист. Вот. И как мы видим, все эти уровни были перебиты одним движением в Нью-Йорке. И после этого мы здесь же внутри этой свечи сформировали имбаланс. Имбаланс был сформирован. И самый отличный вход от теста этого имбаланса. Но я не успел поймать этот момент. И зашел вот здесь только. И как мы видим, вот здесь тоже можно увидеть реакцию. Смотрите, ни одна свеча не закрывается ниже уровня 0,5 имбаланса, диапазона имбаланса. Да, мы здесь протестировались и закрылись телом около 0,5 уровня имбаланса, но не ниже. Следующий был вход тут. Уже таргет вот стоит здесь на previous day high. Чего не закрывается он? Take profit я не ставил. Можно так сделать. Итак, здесь вот был вход первый сформирован тут и закрылся потом здесь. RR 1 к 8. И тут же здесь открыл позицию, тут добавился. Это пирамидинг. Когда вы внутри одной позиции добавляете еще, это называется пирамидинг. То есть, когда вы вошли здесь, и цена уже достигла этого уровня, у вас уже есть профит. И вы рискуете уже не своими деньгами, а деньгами от вашего профита. И стоп можете ставить им ровно на половину той стоимости, которая уже была здесь у вас выработано. Допустим, здесь вы зашли, вот тут у вас стоит плюс $50, тут вы входите, и стоп можно ставить на минус $25 отсюда, от этого диапазона. Но если у вас байс верный, то ваш стоп никогда не перебьют, и даже цена не приблизится к вашему стопу. Просто надо правильно читать алгоритм и входить именно в нужные моменты. Вот, допустим, во всех моих сделках можете посмотреть все скриншоты, ни в одном, в большинстве случаев цена даже не подходит близко к моему стопу. Если вы правильно читаете алгоритм, то в 80% случаев ваш стоп даже близко не подойдут к вашему стопу ближе. Но тейк будет отработан сразу. И тут вот идея общая, понятна, да? Так, STDV я здесь тянул для манипуляции, чтобы понять, где она завершится. От хая Азии, вот здесь был МСС, слом структуры. Вот самый хай Азии, здесь слом. От хая сюда тяну, и он мне показывает уровень манипуляции. Если здесь у вас уже была консолидация, чтобы
увидеть, докуда манипуляция может дойти. Итак, вторая сделка это Tuesday, вторник, начал в лондонской сессии. Окей, давайте дальше двигаться. Я дальше не торговал, потому что дальше уже некуда было ставить таргет. Но цена сделала хорошее движение, она прямо улетела. Так. Сейчас. Здесь можно было, я думаю, вычитать через Measuring Gap. Так. Да, смотрите. Тут можно было воспользоваться через инструмент Measuring Gap, чтобы узнать дальнейшую дистанцию хода цены. Но я, честно говоря, я уже здесь заработал до этого нормальный профит, поэтому дальше уже не стал торговать, напрягать себя. А так, теоретически можно было вот так вот, видите, этот инструмент показывает прям точно, вот take profit 1, он у вас был бы здесь отработан. Прям идеально. Здесь цена ходила чисто по алгоритму. Многие, допустим, бывают случаи, когда я дальше работаю, хотя здесь мы находимся на all-time high, и ставлю таргет просто, вот, когда цена еще не дошла до сюда, вот, я ставлю свой таргет именно на какой-то диапазон, вот так ставлю. И потом многие, именно в большинстве, большинство в Дискорде спрашивают, почему ты ставил именно сюда свой таргет. Откуда, на чем ты ориентировался. А этот вот инструмент Measuring Gap, мои студенты знают, как им пользоваться, как надо выявлять длину цены, хода цены с помощью этого инструмента. Для этого не только он, здесь еще один дополнительный инструмент есть, через него это все строится, этот анализ. Просто хочу показать, вы сами вот можете здесь увидеть, то, что именно четко все, цена отработала именно этот диапазон, который указывал этот инструмент Measuring Gap. Итак, Азия опять у нас в консолидации. Если Азия в консолидации, значит в лондонской сессии должна быть манипуляция. Вот это Азия, вот Лондон. Я ждал в Лондоне манипуляцию. Так. Теперь, если манипуляция, она всегда должна быть связана с ликвидностью. И плюс еще один дополнительный здесь фактор, то что до этого момента цена сформировала диапазон консолидации. Вот цена не выходила за пределы этого хая и вот этого лоу. Вот цена двигалась внутри этого диапазона до вот этого момента. И я, когда цена делает такое движение консолидационное и создает диапазон аккумуляционного рейнджа, я просто отмечаю high и low этого рейнджа. Вот high. А где был сформирован, где low этого рейнджа? То есть вот здесь сессионный low сессии. Это очень сильный тоже уровень.
Я отмечаю high и low CSC и жду манипуляцию либо на buy side, либо на sell side. И как только одна из этих сторон будет взята, я буду входить в противоположную сторону от этого движения. И поэтому первый вход у меня был сформирован вот здесь. Это 5-минутный таймфрейм. Как только цена забрала ликвидность с buy side, это buy side сессии PM New York. Вот. Перейду на 5-минутный таймфрейм здесь. Так. И интересный момент. Смотрите. Здесь уже, когда цена на NASDAQ забрала buy side New York PM сессии, S&P 500 сделал fail. Она не смогла забрать этот buy side. Таким образом, мы здесь сформировали SMT дивергенцию. Вот. Этот high был перебит этим движением. Мы здесь обновили high, а тут нет. Первое подтверждение для разворота тренда у меня уже есть. Оставалось лишь увидеть здесь слом структуры на младшем таймфрейме. И от слома структуры потом входить уже в сделку. Вот тут этот уровень у меня был уровнем цист. Вот он. Так. А МСС был бы отсюда. И ждать вот это движение, потом входить. РР был бы потом для меня не прям уж таким вкусным, да. Поэтому я уже начал искать реакцию отсюда. Смотрите, здесь у меня уровень цист, и эта же свеча, она будет служить у меня уровнем брейкер блока. Вот брейкер блок. Для меня самое важное, чтобы этот уровень брейкер блока, вот тело этого брейкер блока, оно было перебито. И уровень цист был перебит телом свечи. И смотрите, эта свеча на минутном, на 3-минутном, здесь уже у меня вот эта свеча делает displacement. То есть вот еще одно движение на минутном таймфрейме. Вот. Здесь мы поглощаем полностью и делаем слом структуры. Брейкер блок поглощается телом, слом структуры, цист, все есть. И тут мы образовываем вот этот имбаланс. Здесь тестируем. Отсюда уже надо было делать вход. Так. Все. Эта модель, самая классическая модель у ICT, A+ модуль. То есть в этой модели модель входа A+, да, либо 2022 модуль. В этой модели что должна сделать цена? Она должна сначала забрать ликвидность какую-то значимую. После этого у вас слом структуры через МСС, либо через цист. И когда у вас образовывается этот слом, цена должна сформировать один имбаланс. Вот этот имбаланс, видите? И она при тесте этого имбаланса вы выполняете вход. Это и есть модель 2022. Либо этот A+, либо 2022 модуль. Очень просто. Первое, снятие ликвидности, потом слом структуры. И при сломе структуры формируется имбаланс, и от теста имбаланса входите.
Увидели, да? Все, и подтверждение есть. SMT есть. Поглощение цист есть. Поглощение брейкер-блока есть. МСС, слом структуры через МСС есть. Имбаланс есть. Нам нужно было пойти только от теста этого имбаланса. И вот мы вошли. Вот здесь первый вход был, смотрите. Первый вход на минутном я входил. Потом на М5. Перейдем на М5 уже. На М5 я опять выделяю свой уровень цист. Вот он. Здесь еще раз можно будет войти. Цена даст еще один момент для входа. Вот здесь, вот он. Так. Опять добавляю позицию. Блин, почему эта сделка у меня ушла, сука? Продать. Так. Опять продать. Вот, отлично. Теперь есть. Вот здесь открыл первую свою сделку. Тут добавил. Почему я был уверен, что цена пойдет ниже? Да? Первый фактор, то, что мы создали вот этот большой рейндж, который не сбалансированный. Да? Вот этот рейндж. Теперь, в этот момент я опять прикидываю себе два сценария. Если цена намерена, допустим, двигаться дальше по тренду, дальше, да, вверх, то она что должна сделать? Сбалансировать вот этот рейндж. Мы премиум, дискаунт. Мы находимся в премиуме. Она должна сначала опуститься в дискаунт, потом уже продолжить свое движение. Теперь, а если она намерена упасть полностью, то для этого мы уже сделали манипуляцию. Этот сценарий тоже может случиться, поэтому обе сценарии, и в лонг, и в шорт, на этом этапе показывают, дают подтверждение, что в шорт можно работать, потому что у нас есть еще что здесь в дискаунте сбалансировать, SMT дивергенция есть, плюс если посмотреть по дневным профилям, отталкиваясь от этих двух сессий, тут два сценария. Либо профиль Seek and Destroy, либо London Reversal, New York Continuation. И в обеих этих сценариях цена должна упасть ниже. А если она должна упасть ниже, я смотрю, куда могу здесь таргетироваться. Здесь вот смотрите, прям полка опять ликвидности, вот это. И я выбираю low сессии. Вот этот sell side. Так. Вот мой первый таргет. Именно сессионная ликвидность. Сюда я ставлю свой первый таргет. Вот он. Первый take profit находится здесь. Так, до Нью-Йорка еще есть. Есть, Нью-Йорк начался. Так. Сейчас мы сделаем вот так. Теперь. Блин, опять сделка, она закрылась, да, сука. Окей, ладно. Вот так сделаю. Смотрите, в 7 часов цена забирает ликвидность с sell-сайда, вот эту ликвидность.
но не забирает ликвидность вот этот swing low. Она оставляет ее нетронутой, вот этот swing low. И тем самым мне дает еще одно подтверждение здесь, дают, что цена намерена продолжать свое движение в шорт. Вот этим движением цена создала ликвидность. Ликвидность, это inducement называется. Ложное движение, вот это лонговое движение, это ложное движение. Вот тут точно зашли неопытные трейдеры в лонговом направлении, думая, что все, вот здесь мы собрали ликвидность, манипуляция была. Это, если, допустим, seek and destroy профиль, да, мы забрали buy side, sell side Азии, тут забрали sell side Лондона, теперь второе движение должно было быть buy side Лондона. И тут запрыгнули, большинство запрыгнули в лонговые позиции. А что сделала цена? Вот тут открывается Нью-Йорк. В Нью-Йорке мы здесь S&P 500 обновляет свой хай дня, а NASDAQ делает фейл. Вот это движение. Опять формируется SMT-дивергенция, которая дает подтверждение, что тренд, смена тренда здесь была уже. Если тренд находится в шортом, то это подтверждение еще одно. Цена поднялась в дискаунт, там сформировали SMT-дивергенцию, и это подтверждает, что дальше будут уже шорты, потому что SMT было в премиуме. Если SMT у вас в дискаунте, это будет подтверждением лонгов. А если в премиуме SMT, это будет подтверждение шортов. Итак, второй вход у меня был вот тут. Так, это 5-минутный таймфрейм. Отсюда я вошел, когда цена сформировала. Так, вот здесь ликвидно. Так, сейчас. Так, вот с этой третьей свечи. Раз, два, три. Именно вот с этой, да. Так, на минутке давайте посмотрим, что здесь было. Вот, на минутке еще лучше видно. Опять. Теперь смотрите. Мне нужно здесь увидеть свой уровень MSS. Этот лоу. Так. Этот лоу создал вот этот локальный хай. Вот этот лоу. Поэтому этот уровень для меня был сломом структуры. И как вы видите, как только цена пробила телом этот уровень, здесь создали маленький имбаланс. Он здесь может даже на первый взгляд быть незаметным. Но вот тут есть имбаланс, вот он. Вот. И теперь смотрите, как реагируют свечи на этот диапазон. Ни одна свеча не закрывается телом выше этого диапазона имбаланса. И это говорит то, что этот имбаланс, хоть он и маленький, но он удерживает цену. Все, отсюда можно уже делать вход. Я зашел на минутке именно вот отсюда. Зашел на минутке отсюда и таргетировался уже на вот эти равные лои и этот сессионную ликвидность. Ланч сессии. Вот сюда. Почему не именно на ланч? Потому что вот тут есть равные лои. Видите, это свеча и этот лоу. Поэтому это является equal lows. Я таргетировался именно туда.
Но по ходу еще я дополнил, опять выполнил еще одно движение, то есть вход. Тут зашел, тут еще раз дополнил свою позицию. Так, это было 11 часов. Так, 11. Вот здесь где-то. Ага, вот он. Я здесь заходил, ну ладно, пусть будет вот эта свеча, чтобы обратно не мотать. И давайте посмотрим, как цена дальше двигалась. Есть. Здесь Take Profit отработал. Так. 23. А, это уже другой день, все. Значит, в этот день все. Отработал эту позицию и больше не торговал. Но хотя цена, она еще глубже упала. Да, видите, она еще глубже упала. Вот после этого Take Profit я больше не входил. Но сама идея, и тут так, вот тут мы зашли, и RR был очень хороший тут. 1 к 16. 1 к 16. Да, еще раз давайте разберем вот этот вход, вот этот момент. Так, на минутки. Так. Вот эта фаза называется Silver Bullet. Silver Bullet. Когда цена вышла из зоны Low Risk Buy либо Sell по SMR. Кто знает MXM, тот они знают. Первая SMR зона это Low Risk Buy зона. После него фаза Silver Bullet. То есть цена создает аккумуляцию, потом собирает весь ликвид с этой аккумуляции, с buy-сайда, и падает резко вниз. Поэтому именно в этой фазе ловить входы это самый отличный момент, потому что после него цена уже не будет двигаться в лонг, манипуляционное движение не будет. Вы здесь войдете и очень быстро достигнете своего таргета. Так, давай на 5 минутки быстро будет. Вот как вы видите, вот аккумуляция, и после нее цена просто падает. Это и есть Silver Bullet фаза. Здесь понятно, да, была какая логика, как я здесь ориентировался. Вроде бы все понятно объяснил. Так, двигаемся дальше. Это 24 и день недели. Так, Tuesday, Wednesday, четверг. Alright. Смотрите, когда уже сейчас закроется этот день. Сейчас. Вот.
Тут мы уже можем посмотреть на дневке. В конце каждого дня я вам просто рекомендую делать анализ своего байеса. Что здесь сделала цена? Да? Смотрите, тут мы забрали ликвидность buy-сайда предыдущего дня, зачистили. Это был Turtle Soup. Да. И закрылись в шартовом бычьей свечой. У нас тут наверху есть SMT. Было SMT подтверждение. И мы закрылись в шорт. Теперь мы должны посмотреть на старшем таймфрейме, какие магниты есть у нас в sell-сайде. Магниты это обычно имбалансы, которые еще не сбалансированы. Вот у нас первый диапазон, который остается еще нетронутым. Вот тут плюс. Вот это свеча, которая создала high. Это уровень цист. Мы закрылись ниже этого уровня. И я именно в этот день уже, так, это была среда, в среду я у себя в приватном канале делал анализ именно по этому поводу. Сейчас я вам покажу, где это было. Четверг. Либо здесь, либо... нет, значит, это было вот тут. Вот мой анализ. Это было... Так, блин, куда она пропала? Да ёб твою мать. Вот. Здесь я уже делал анализ свой. Показывал таргеты. Этот лоу дня и этот лоу будут таргетами. И цена должна сделать RL и RL от дневного имбаланса. Вот. Поэтому в этот день у меня был байс шартовым. Давайте рассмотрим теперь этот день. Вход у меня был, так, это 7:30. 7:30, значит, после Лондона. Вот здесь как раз был вход. Итак, почему я был здесь уверен уже, входить в шорт? Так, этот трехминутный таймфрейм. Мы здесь формировали SMT, Direction, затем был SMT Momentum. Это было 7 часов. Окей, давайте перейдем на минутку, да, или трехминутка это была. Трехминутка. Вот тут у нас сформировался SMT Direction. Вот он. После этого был SMT Momentum. Вот он. Смотрим
NASDAQ, он здесь сформировал high, S&P 500 сделал fail в первом движении. Во втором движении уже S&P 500 сделал high, но NASDAQ сделал fail. Такая комбинация, когда идет прям сразу SMT друг за другом, это сильный тоже сигнал. Плюс мы тут находимся в диапазоне премиума. Вот 15-минутный имбаланс. И плюс мы здесь, вот этот low, это high. Я тяну премиум дискаунт. Вот в дискаунте мы сделали тест POE. Почему цена не... Я не ожидал, что цена поднимется выше, потому что тут уже и был BPR. Balanced Price Range. То есть тут было такое движение, я объяснял. Вот. Вот такое движение. И поэтому вот эта область, она уже сбалансирована. И цене там уже делать нечего. Вот эта вся область, она сбалансирована. И поэтому единственный POE это этот 15-минутный имбаланс. Вот он. И цена должна была получить реакцию отсюда. И должна была уже падать дальше, так как у нас был снизу сильный магнит, это дневной имбаланс. И плюс ликвидность дней, 3 дней. Так, вход первый был у меня вот здесь. SMT Momentum. Так, значит, вот тут был вход на продажу. Итак, если я зашел здесь, первый мой таргет, это вот эти лои. Вот видите, равные лои. То есть sell side лондонской сессии, первый таргет был. Вот у меня, видите, здесь отмечен первый таргет. Второй, вот это low resistant ликвидность. И третий, low Азии. Стоп я поставил чуть выше этого свингхая, но самая безопасная зона ставить свои стопы это за свингом, который образовывает SMT дивергенцию. Вот сюда можно было ставить, но я поставил за вот этот имбаланс, потому что здесь дистанция слишком маленькая, да? Так, стоп сюда. Даже если, смотрите, вот тут был выполнен вход у меня, и если даже таргетироваться чисто, исходя от равной ликвидности, можно было бы вот тут уже закрыть позицию. Вот эти равные лои, они тоже отличный диапазон, чтобы поставить свой take profit. И тут у нас уже был бы RR 1. Так. 1 к 7. Здесь уже 1 к 7 у нас стоит. А тут до sell side Лондона 1 к 16. Вот вход. Но этот таргет уже был отработан в нью-йоркской сессии. А в Нью-Йорк, когда открылся Нью-Йорк, я здесь добавился опять. Добавил позиции. Почему я добавил в Нью-Йорке тут? Так, 3-минутка. Вот Нью-Йорк открылся. И что делает цена? Цена опять здесь формирует SMT дивергенцию.
Так, вот это движение на S&P 500. Так, S&P 500, смотрите, образовывает тут равные хаи, вот этим движением. Но NASDAQ не доходит до этих хаев. Он делает фейл. А Dow Jones вообще он делает higher high. Так, вот это, вот с этим хаем, видите? Здесь у меня было SMT опять подтверждение, SMT Direction. SMT Direction. И я уже здесь опять зашел в позицию. С тейком сюда. Когда цена, потому что здесь первое движение цены было, вот смотрите, вот первое движение, когда открылся Нью-Йорк, было вот это вверх, потом она упала. В этот момент я зашел. Потом она начала падать дальше. И здесь у меня тейк отработал. Вот. Так, отсюда. Здесь, когда цена упала, я здесь не закрылся, закрылся уже на втором take profit. Вот, второй take profit. Здесь закрыл, и когда цена сделала откатное движение, я тут опять вошел в позицию. Видите, две позиции в шорт. Заходил уже от теста вот этого единственного имбаланса, вот этого. Почему именно этот имбаланс, а не этот? Вот тут тоже есть First Presentation FVG. Почему я был уверен, что цена не придет сюда? Потому что вот видите, здесь есть Balanced Price Range. Вот этот диапазон, он Balanced Price Range. Поэтому я был уверен, что цена до сюда не дойдет. Здесь уже заходил в шортовом направлении. Вот отсюда, на минутке. Yes, this box is London kill zone. Yeah. Вот так сделаю, покажу вам еще раз. Вот тут позиция в шорт. И take уже. Потому что вот этот sell side был взят. Этот sell side уже забрали. Sweep, liquidity sweep был. Take теперь sell side Азии. Вот сюда. Вот видите, вот таргетировался именно сюда. Здесь entry и тут take profit. И отработка есть. Вот зашел, вот take profit отработал. Даже ниже ушла цена. Сейчас. Затем, так, здесь был вход. Значит, когда заходил здесь, я не закрывал позицию, я держал до previous day low. Вот. Это было просто меткой для take profit, а закрыл вот здесь, вот оно. 24503 диапазон. 24503. Здесь у нас был previous day low. Вот этот low. Так. Почему я сменил здесь свое... Так, take profit. Почему я здесь сменил? Был уверен, что уже цена упадет. Да? Опять MMXM модель. MMXM модель, ребята. Вот тут, здесь нам уже нарисовали MMXM модель. MMXM Sell Model.
Cell Model. Вот тут у нас был SMR. Здесь, а это было Original Consolidation Phase. Original Consolidation. Поэтому я был уверен, что цена дойдет до сюда. И вот эта вся модель, она была просто MMXM, а это было откатом. В первый день мы не достигли таргета, второй день мы сделали откат в премиум, и от премиума мы продолжаем падать ниже. Поэтому было вот так. И РР, я здесь даже боюсь озвучить. Вы сами видите, да, какой РР получился? 1 к 43. Это лучшая сделка недели была. Это самая лучшая сделка недели. Мы забрали 2 previous day low. Вот этот previous day low и этот. Плюс мы забрали ликвидность всех сессий. Всех сессий. Поэтому суть самая правильная в трейдинге — это уметь читать алгоритм и умение пользоваться профилингом. Профили weekly profiles, daily profiles, session и квартальная теория тоже тут имеет значение. Потому что мы в закрытой группе со студентами там, когда делаем анализ, тоже учитываем все эти моменты. То есть квартальная теория очень сильно помогает. Почему? По квартальной теории, если мы пройдемся, вот смотрите. Так. Вот тут у нас начинается день, первый день. И первый день цена делает экстремальное движение. И получается, понедельник у нас создал X. И если это было X, то вторник должна была быть аккумуляцией. Во вторник мы создали аккумуляцию. Дальше просто упали. В среду должна была быть манипуляция. Так. Это среда. Вот тут. В среду мы сделали откат. И отсюда опять дальше упали. Так. Упали в среду. И здесь у нас, так, четверг. И в четверг у нас произошел разворот. Сейчас придем к этому моменту. Как раз в четвертой фазе. И неделя формировалась по XAMD. А аккумуляция, аккумуляция, манипуляция, здесь уже внутри вот этого движения была манипуляция. Вот этот хай, который взяли в лондонской сессии, забрал ликвидность этой аккумуляции. В квартальной теории не обязательно, чтобы все... Иногда бывает так, что алгоритм сдвигается, и они не попадают в рамки ваших индикаторов, вот этих. Надо отталкиваться не от индикатора, а от графика, что вам рисуют. Если посмотреть по графику, вот аккумуляция, вот манипуляция. После манипуляции пошла дистрибуция. В дистрибуции мы делаем откат 1 и продолжение по ИБД циклам. Так. Вот тут все, здесь отработали. Прямо отличный результат, я думаю. Почему здесь 24? Показывает, а здесь 43. Странно. Здесь 24, там... Ну, это точно не 24. Вот это все движение, это не 24 было. Потому что от этого хая до этого лоу... Это большая дистанция была там.
И как мы видим, цена именно движется к этому дневному имбалансу, который я отмечал еще в начале среды. Вот среда. В среду, в начале еще, когда цена была в премиуме, я уже здесь сделал анализ, что цена упадет вот на этот диапазон дневного имбаланса. Вот как раз она упала. И отсюда же развернулась. Здесь забрали ликвидность вот эту. Вот. И тем самым, смотрите, мы забрали тут ликвидность 3 дней. Вот первый день, вот он, второй день, третий день. По IBDA концепции, IBDA lookback. Так. IBDA lookback. Цена забирает каждый, так, ликвидность вот этих циклов 3 умножим на D1, 3 умножим на... Понятно? 3 4-часовых цикла, 3 дневных цикла, 3 недельных цикла. Вот ликвидность, которая скапливается вот в течение вот этого времени, цена забирает эту ликвидность. Если вы сами сделаете бэктест, откройте свои чарты и проверите 3 4-часовых цикла. Отметьте ликвидность buy side, sell side, ликвидность 3 дней buy side, sell side, и вы увидите, как цена работает именно по этому алгоритму. Так, этот день отработали. Следующий день 25 четверг. И это нью-йоркская сессия была. Вот эта сессия. Я работал тут в Нью-Йорк. Так, первая сделка была 9:45. Окей. Так, вход был здесь, и тейк был, это равная ликвидность на диапазоне 24413. 24413. Давайте отметим этот диапазон. Так, 24413. Вот этот диапазон получается. Да. Так, теперь вход был у меня на здесь 3-минутным. Давайте на минутном посмотрим, как это все здесь двигалось. М1. Так, мы здесь сейчас FUG. Так, да. Вот тут у нас было вот первый дневной имбаланс, ниже второй диапазон дневного имбаланса. Вот он. И смотрите, самый опять интересный момент. Цена приходит,
тестирует 0,5 уровень этого имбаланса и отсюда получает реакцию. Вот отсюда. Так, я перейду на минутный таймфрейм. И здесь я входил, так, сейчас, вот эта свеча, значит, на 3-минутном таймфрейме у меня будет вход выполнен отсюда. Так. На покупку. Так, здесь я вошел, входил от инверсионного имбаланса вот этого. Вот. Почему я был уверен, что это манипуляционное движение? Потому что у нас здесь была просто консолидация. Вот это все движение на старшем таймфрейме чуть-чуть, если посмотреть. Вот. Это консолидация была. Вот это все консолидация. И первое движение, которое пробивает эту консолидацию, это всегда манипуляция. Поэтому я вот это все движение, которое было в шорт, я это читал как манипуляционное движение, чтобы сбалансировать этот имбаланс. Вот. И забрать ликвидность опять-таки. Вот эту ликвидность. Тут теперь можно прям четко прочитать. Вот это лонговое шортовое движение было нацелено на вот эту ликвидность 3 дней. Сейчас я вам покажу, разделю их. Смотрите, так, вот тут первый день, это второй день, так, вот первый, вот второй, и здесь previous day low, вот это low, видите, вот этот low, вот он, previous day low, low предыдущего дня, значит, это 3. Вот ликвидность этих 3 дней. Все. Это движение было нацелено на ликвидность этих 3 дней. И плюс мы здесь сформировали MMXM модель. Вот MMXM модель. Так. И теперь посмотрим. Вот наш премиум и наш дискаунт. В дискаунте у нас было 2 дневных имбаланса. Вот первый, вот второй. Если у нас имеется 2 имбаланса, то цена всегда отпустится до нижнего имбаланса, если до него есть ликвидность. До этого имбаланса. Вот у нас есть до этого имбаланса дневного ликвидность. Вот она. И эта ликвидность будет таргетом, а этот имбаланс будет магнитом. Итак, тут я вошел. Вход был на 3 минутки. Take Profit мы поставили вот сюда. Почему именно сюда? Потому что тут равная, видите, равные хаи. Вот первый, второй, третий. Вот это равная ликвидность. Поэтому мой таргет стоял именно сюда. Плюс это уже будет инверсионным дневным имбалансом. Это сильный уровень сопротивления. Так.
Вот этот вход был. Вот он. Есть. И смотрите, цена здесь, перед тем, как уйти в лонг, она протестировала вот этот имбаланс, то есть ордер блок. 0.5 уровень ордер блока. И отсюда получила реакцию. В принципе, здесь можно было войти дополнительно, еще раз. Но я не стал этого делать, я уже вошел от этого инверсионного имбаланса. И самый еще один интересный момент, смотрите. Это диапазон инверсионного имбаланса от 3 минут. Смотрите на тела свеч. Ни одна свеча не закрылась телом ниже этого уровня. Инверсионные имбалансы, они очень сильные уровни для того, чтобы выполнять вход. Входные модели, если строить на инверсионных имбалансах, они очень сильные уровни, которые часто отрабатывают. Это был первый вход. Дальше. Второй вход был от отката уже в PM-сессии. Вот здесь. Так. Итак, смотрите, еще один интересный момент тут. Вот тут наш уровень цист был, и тут же уровень МСС, потому что этот swing high создал этот swing low. Тут у нас был слом, у нас был цист. И отсюда цена дошла сразу до этого хая. Мы должны в таких случаях тянуть премиум дискаунт и отмечать пои в дискаунте. Вот. Если мы отметим пои дискаунта, то в первую очередь у нас вот этот имбаланс. Во вторую очередь этот ордер блок. Вот этот ордер блок. Его тело это будет уровнем циста. Так. Вошел я вот тут, потому что, смотрите, отсюда я увидел, как цена получила реакцию, и следующая свеча, бычья свеча, она закрылась выше над телом предыдущей свечи. Поэтому я уже выполнил вход от этой второй свечи, и таргет был, так, отсюда, вот этот хай, да, вот этот хай был таргетом, значит, вот этот хай был. Так, это М15. Это М15. Здесь уже закрылся день. День закрылся. Но моя позиция, она осталась открытой. Так, вот. Теперь. Блин. Если я сейчас урежу. Ладно. Посмотрим, как у нас здесь, что творится на дневном
графики, чтобы определить дневной байос. После каждого дня проверяйте свой байос, сверяйтесь со своим байосом. Смотрите, вот дневные имбалансы. Так, вот тут у нас был уровень ЦИС, видите, как цена после того, как закрылась целым, она обратно вернулась, протестировала и отсюда начала падать. И как закрылся у нас четверг? Четверг закрылся внутри предыдущего дня, внутри рейнджа предыдущего дня. Кто смотрел мой урок по байосу, то вы там знаете, что это за сигнал. Да? Мы здесь сформировали на дискаунте, сформировали SMT-дивергенцию, плюс мы закрылись внутри рейнджа, и следующий день у нас будет уже, скорее всего, бычьим, так как мы имеем все сигналы для разворота. Если бы цена, вот эта свеча, закрылась бы ниже вот этого диапазона, лоу предыдущего дня, то я рассматривал бы шорты. Но здесь мы закрылись внутри, поэтому buy. По отношению к следующему дню, к пятнице, у меня байс лонговый. Итак, в конце Азии я опять зашел. В конце Лондона, то есть после Лондона. Сейчас посмотрим, что здесь Лондон сделает. Вот. Тут я вошел опять. Теперь, почему здесь было подтверждение? Потому что мы здесь сформировали SMT. Вот оно. Видите? Было SMT. Второе. У нас теперь MMXM Buy Model. MMXM Buy Model. Buy Model. И вот эта область, это является SMR зоной. Это было SMR. После SMR у нас всегда первый Silver Bullet. Первая зона Silver Bullet. Что происходит внутри этой модели? Цена должна сделать консолидационное движение, то есть диапазон создать консолидации, потом одним движением манипуляционным забирает ликвидность. Это у нас Turtle Soup, вот он. И потом улетает, делает резкое импульсное движение в лонг. Так, здесь у меня вход был, таргетом был вот этот хай. Этот хай. И еще отсюда у меня была открытая сделка. Вот эта сделка, она еще все держалась. Позиция она открытая была. Поэтому таргетировался вот сюда. Вот тейк отработал. Вот здесь, как видите, вот оно, прям четко отработали. Дальше. Это уже Нью-Йорк, пятницы. Тут, так, идея какая была. Здесь уже было видно, что, скорее всего, это будет профиль, Seek and Destroy профиль. Я это писал в группе, в открытой группе, когда с ребятами общались. Я говорил то, что вот,
будет Seek and Destroy Profile. Это было в 10:30. 10:30 вечера. Да, по-моему. А, нет, вот, сейчас покажу вам. Вот, это было в 3 дня. То есть в лондонской сессии, вот тут я говорил, то, что здесь уже формируется Seek and Destroy Profile. Если это Seek and Destroy, то как цена действует внутри этого профайла? Создается азиатский рейндж. Вот создали азиатский рейндж. Мы должны забрать sell side, потом buy side. Создается лондонская сессия. Забираем опять sell side и buy side. После этого цена опять должна упасть. И после нее только начинается истинное движение. Вот такое. И что мы здесь делаем? Вот. Здесь цена упала. Вот тут я вошел. 15-минутный имбаланс. Вот тут я вошел. Смотрите теперь. 15-минутный имбаланс. Вот он. Вот 15-минутный баланс. Так, я вошел вот здесь. Сейчас. Изначально таргетировался на вот этот хай. На этот хай. Но тут, как уже день закрылся, я закрыл позицию вручную. Но сама суть, идея в том, что Seek and Destroy профайл, как надо торговать в этом профиле. Итак, это движение я прочитал через STDV. Вот. Как раз 2-2,5 диапазона. И здесь цена должна была здесь развернуться уже. Поэтому я зашел вот именно здесь. От 15-минутного имбаланса. Стоп, где стоит у меня? Вот здесь. За имбалансом. Вот так. Отработка есть. Теперь, смотрите, да, вот тут, казалось бы, ликвидность есть очевидная. Плюс, если мы посмотрим, так, имбалансы. Вот у нас имбаланс 15-минутный. Вот он. И это ликвидность. Почему цена не упала ниже? Вот тут. Как вы думаете, почему цена не упала? Это очевидный магнит, вот ликвидность, low resistance, но цена не упала отсюда. Потому что у нас тут есть Balanced Price Range.
Вот видите, вот этот диапазон. Это сбалансированный диапазон. И когда у вас есть такой диапазон, цена никогда не сможет пробить этот диапазон. Это отличный уровень, чтобы дополнять позицию опять. Вот тут был вход. Можно было войти еще раз. Но так как день заканчивался, не имело смысла опять входить здесь, маленькое движение брать. Вот таким вот образом отторговали эту неделю. Самая лучшая сделка в этой неделе это была среда, когда было вот это движение. И у нас получился недельный профиль Classic Expansion Week. Мы во вторник образовали high, в четверг образовали low и закрылись в пятницу внутри рейнджа. Так. И если сделаем сейчас вот так. Так. TGIF profile. Вот high это low. И TGIF. И как раз вот цена сделала максимальное движение вовнутрь рейнджа. Вот 0.5 уровень. В TGIF обычно цена делает либо 0.2, 0.3, 0.4, максимум 0.5 от недельного профиля, от недельного диапазона цены. Это очень важный момент. Если кто-нибудь возьмет себе на заметку, и в пятницу, если будут сформированы именно такие рейнджи, можно будет воспользоваться этим. На этом эфир заканчивается. Спасибо всем за то, что посмотрели. Если было интересно, думаю, было полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где тоже очень много полезной информации. А кто хочет понять, как надо работать по ICT, если есть люди, у которых есть сложность все элементы совместить в один пазл, затрудняются это все, то у меня есть свой менторшип, где я обучаю этому всему, как надо системно работать в ICT, как надо все складывать один за другим поэтапно, структурное обучение. Запись будет в YouTube, конечно. В YouTube будет запись, я скину. И скоро сделаю еще одно видео. Она будет посвящена по алгоритму доставки цены. Тема будет IPDA. Как надо читать вот это все движение. Самое интересное в ICT, я говорил, то, что это профилинг. Профилинг, то есть вы должны профилировать алгоритм либо через IPDA, либо через профили недельные, дневные, либо сессионные. И на следующем видео, которое я собираюсь сделать, я буду делать профилинг по IPDA концепции. То есть как читать вот этот график, да? Вам сделаю маленькое такое интро сейчас. Есть вообще в рынке два основных, как вам сказать, последовательности. Первое это вот это. Сначала любой цикл начинается с аккумуляции. Первое аккумуляция. Второе expansion, то есть манипуляция. Expansion, оно делится на три вида. Expansion это может быть манипуляция, expansion может быть импульсным движением, и expansion может быть джудо-свингом. Да? В этом случае это манипуляция. Потом reversal, потом retracement
retracement. И опять expansion. Это у нас reversal, последовательность разворота. То есть reversal sequence называется. Последовательность разворота. В таком сценарии рынка цена делает именно вот такое движение. Сначала создает аккумуляцию, потом манипуляция, потом разворот, откат и расширение. Если мы посмотрим теперь наш этот график, так, смотрите, как это все начиналось. Как это все начиналось. Допустим, это у нас вот, это какой день? Сейчас. Вот, пятница. Пятница. Теперь смотрите внимательно. Первая идет аккумуляция. Вот наша аккумуляция здесь. Так. Вот аккумуляция. Я буду отмечать каждую фазу. Вот аккумуляция. Вот манипуляция. После манипуляции reversal. То есть цена должна снять ликвидность и начинается expansion. То есть reversal, expansion, переход на расширение. Вот мы здесь снимаем ликвидность. Вот она ликвидность. Ликвидность, вот эту ликвидность сняли, сделали манипуляцию, дальше расширение. В расширении, то есть reversal, расширение, одно откатное движение должно быть у нас. Вот это откатное движение. Вот оно откатное движение, это retracement. Вот retracement. Дальше опять expansion, опять расширение. Дистрибуция. После нее опять дистрибуция. Дистрибуция. Смотрите. Reversal sequence. Есть еще второй режим. Это continuation sequence. Continuation sequence это когда аккумуляция, манипуляция, откат и expansion. Вот здесь. Опять. Вот она. Аккумуляция. Манипуляция. Расширение. Откат. И опять расширение. Дистрибуция. Рынок всегда двигается определенной закономерностью. Поэтому, когда вы, если будете знать эту закономерность, то ничего вам не будет сложно уже читать этот алгоритм. Вам остается лишь понять, в какой фазе вы находитесь, в консолидации, в аккумуляции, в откате, в реверсале. И уже исходя от этого, дальше входить в сделки. Самое главное это понять, в какой фазе вы находитесь, то есть в какой фазе находится именно сейчас цена. Когда у вас будет это знание, то вам ничего не будет сложно. Если вот так посмотреть на график без ничего, тут просто хаос, вы не знаете, что, откуда входить, где у вас аккумуляция, где была манипуляция, где ждать дистрибуцию. Но зная IBDA концепцию, IBDA это алгоритм межбанковской доставки цена. То есть так. Интро.
Bank price вот. Когда вы знаете уже вот эту концепцию, алгоритм межбанковской доставки цены, то вам будет уже проще ориентироваться внутри рынка. Все заключается именно вокруг этого. Плюс есть другие, опять-таки, модели. Есть квартальная теория, есть weekly профилинг, есть daily профилинг, есть session профилинг. Зная это все, потом это все в комбинации, когда делаете анализ, у вас точность входов, точность тейков намного увеличивается. И ваши сделки вот получаются такими, как у меня, допустим, с большими RR и с меньшими стоп-лоссами. То есть ошибки вы сразу минимализируете. Бывают моменты, когда, да, когда вы вошли, но цена забрала стоп. Но общая идея у вас будет отрабатывать. Байс будет отрабатывать 100%. Самое главное это определение байса, недели, дня. И работать потом чисто по тому, что вам рисует график. Читать график и делать анализ. Спасибо всем, всего доброго, до свидания, удачных выходных вам, ребята. Пока-пока.